Всем здравствуйте, всем привет, с вами как всегда я, Леха, канал Hardplay. Да, сегодня у нас необычный ролик, если честно, я провтыкал, потому что я старый, нет. Короче, просто я провтыкал ролик у Эрика Шока про то, что он, или мы, или они, короче, кто-то открыл клуб за 500 тысяч долларов. Это очень громкое, на самом деле, заявление. Это, позвольте, 40 миллионов рублей. Давайте посмотрим, давайте оценим. У меня есть с чем сравнивать, потому что, как бы, вы помните, да, клубешничек как бы существовал, да, очень долгое время. Если бы не случай пандемии, то он бы и по сей день бы существовал. Вот, кстати, есть размышления там кое-какие, но пока говорить ничего не буду. Это просто размышления. Вот, давайте оценим, что он там. Я, короче, вспомнил, что я что-то забыл. Но потом, как бы я понял, что я забыл, про что я вспомнил. Чё? Это очень странно. Так, значит, смотрим. Давайте посмотрим. Ссылочку на Шока оставлю внизу в описании. Старый знакомый, старый товарищ Шок, тебе привет огромный, всей команде. Давайте посмотрим, очень интересно. Не пригласил, кстати. Проект Heroes — это сбор 4 крупных серверов, на каждом из которых предусмотрен свой игровой мир. Леха вот играет на X4 голом, участвует в постоянных рейдах и сражается в подземельях, играя при этом за Орду. А лично ты уже можешь выбрать то, что тебе больше по душе. Хочешь в команде играть? Пожалуйста. В одиночку? Почему нет? Ссылка на скачивание в описании. Заходи, ознакомливайся. Он хотел очень давно открыть клуб, очень давно, это еще, наверное, после меня или до меня даже, я не помню вот эту точную хронологию, но то, что у него эта идея была, это точно. И только что мы подписали договор на клуб 800 квадратов. Зачем нам столько, без понятия, но мы попробуем что-то сделать. 17 июля. Сколько? 800 квадратов клуб? Окей. Давай на память. Это Илья. Если что-то не получится, вот его лицо. 800. Это ультра много. Привет, я Шок, и сегодня я нахожусь в клубе Cybershop. У меня есть для вас очень много интересной информации. Мы снимали то, как мы это строили в течение 8 месяцев. Господи, стройка — это так сложно. Мы столько мучились, но в итоге мы довольны. Есть в этом такое. ролике вы услышите, сколько стоит этот киберклуб, почему он открылся именно в Грузии и почему он станет самым лучшим киберклубом на Кавказе. Давайте приступать. Стой, пожалуйста, поставь лайк. За идею извини. Уже стоит колокольчик, кстати, названивает. Ссылку оставлю внизу в описании. Посмотрим. Спасибо. Давайте начнем с того, почему квадратов. именно Грузия. Все потому, что я тут родился, я тут прожил больше, чем 19 Логично, лет, да. я гражданин Грузии, и у меня было что-то в голове, в сердечке, открыть что-то здесь свое. Я знаю рынок, у меня здесь очень большое количество людей, друзей, которые постоянно жалуются на одно и то же. У них Логично, нет клуба, логично. где можно поиграть. А если человек был в Казахстане, в России, в Украине, в той же Турции, нет, в Турции ничего нет, в Узбекистане, люди смотрят, какие там клубы, возвращаются сюда и видят то, что здесь ничего нет. Вот просто нет ничего. И самое понятное и самое простое решение — это открыть свое. И сейчас у нас открывается настоящее футбольное поле. 800 квадратов, что за трэш? Это очень много. Большие размеры, очень много возможностей. Каждый тренер Это имеет очень балкон. много. Как мы будем их использовать, мы еще не знаем. Наверное, как курилки. Здесь курят много. Наконец-то у меня это получилось, потому что я в течение 4 лет не мог найти финансы. Сейчас получилось. К счастью, есть Cybershop, к счастью, есть спонсоры, к счастью, есть какие-то другие проекты. Я скажу в конце ролика, сколько этот клуб стоил, но от предполагаемой цены все выросло почти что в 2 раза. Это стройка, это киберклубы, это курс. Мы попали на... Ну, смотрите, мы четко уложились в смету. Я четко понимал, сколько будет стоить клуб со всем оборудованием, со всем остальным. Мы вывалились где-то максимум,
по строительным меркам я четко уложился. Я вывалился, по-моему, 2 миллиона выше. И то, потому что это моя была просьба именно в плане компов. По-моему, мы решили в конце прям заапгрейдить компы, потому что что-то было с железом связано. То ли наушники топовые, то ли... Короче, что-то было вот с железками или с девайсами связано. Да, это прям 100%. Это 200%. Потому что на наш мы потратили, мне надо вспоминать сколько, 20-24 миллиона. Я сейчас не вспомню. Я правда, я не могу вспомнить. Не могу вспомнить. Ребята, Самый худший курс, который был возможен. В общем, все в этом ролике я расскажу, поэтому давайте приступать. Слева вы сразу Что-то видите нашу районе, плитку. да. 800 квадратов в этом клубе и около 2000 отдельных плиток. И сейчас мы посмотрим, как это все выглядит. Вот так выглядит плитка, и на самом деле после того, как ты начинаешь что-то строить, Плитка, ты блядь! замечаешь в каких-то других местах такие странные вещи, как сделана плитка, как сделан потолок, как сделана Плитка в клубе? вытяжка. Ну, это называется профдеформация, по идее. Я был в Польше, в Я ресторане, пытаюсь понять, и увидел подождите. такую плитку с классной подсветкой, сейчас у вас фотки. И сказал ребятам, давайте искать что-то вроде этого. И вот, в нашем киберклубе будет красивый керамогранит. Это у нас кухня. 12 квадратов, по идее, сама кухня. Здесь будет делаться горячее, здесь холодное. И много чего я не знал про вообще всю эту стройку. По ГОСТу у персонала должна быть своя ванная, свой... Плитка, блять, я, конечно, не знаток всех там видов плитки, но насколько практично плитку на 800 квадратов в клуб и насколько вообще она практична в плане постоянное шорканье ногами. Вот здесь вот очень много вопросов. Типа, я не понял. Это мыть удобно, я вам открою страшную тайну. Есть огромнейшее количество специальных поверхностей, которые шикарно просто, они и по визуалу, и по тактильному контакту, то есть вы по ней идете, и, как сказать, ну, ощущения тоже очень крутые. И мыть ее удобно, она крайне износостойкая, это в офисные здания делают и так далее. Поэтому... Пока не пойму, но хозяин-барин, я повторюсь, это, блядь, почему нет? Я всегда говорил, хоть золотом полы сделай. Человек так видит. Человек мечтал, человек так видит, он где-то увидел, он решил сделать. Почему нет? Я просто этого не могу понять. душ. И это будет вот здесь. Ну и, понятное дело, плюс туалет. Так, идем дальше. Здесь у нас склад. Опять же, ребята, КСеры, рассказываю. Склад должен быть большим. И когда я зашел, увидел, блин, ребят, реально много места. Мне подсказали, это еще мало. У нас будет проблема с этим. Нужно как можно больше брать складов. Всякие напитки, всякие снеки, они все приезжают, и нужно их куда-то класть. Так, мы выходим, получается, из промышленной такой зоны, которую вы больше не будете видеть. Здесь у нас огромный холл, а здесь будут стулья, столы для того, чтобы покушать. У нас есть свой ресторан. Вы можете есть и даже не садиться за компьютеры. Такие люди тоже есть. Это у нас очень много гипсокартона, который мы используем для того, чтобы создавать стенки для VIP-комнат, для PlayStation зон и так далее. И сейчас давайте я вам расскажу, что это такое. Это общая Блять, вспомнил, прослезился, как все это происходило у нас. зал. Здесь у нас будет Жизнь 20 компьютеров. 10 здесь, 10 здесь. И как вы можете заметить, я стою сейчас посередине какого-то чертежа, а это не просто так. У нас не будет вид на компьютеров, корпуса будут закрыты полностью. У нас будет отдельная комната для них. Поэтому у нас будет монитор вот здесь, кресло вот здесь. И это получается 5 на 5. То же самое и здесь. Начнем с интернета. В Грузии есть какая-то большая проблема. В каждом доме можно протянуть максимум 100 мегабит в секунду. Я буду сравнивать с Россией, потому что я там прожил 3-4 года. Там 100 мегабит в секунду — это очень дешево, это очень дефолтно. Так и должно быть всегда. А в клубах гигабайт, может быть 2, может быть 3. И здесь гигабайт интернета в клуб стоит $6000. Почему так? Это большой вопрос. Скорее всего, просто не развита инфраструктура. Не знаю. Но мы это не сделали. Мы поставили 300 мегабит в секунду. И платим все равно очень много. Сумма получается больше, чем $2500 в месяц. Мы платим столько не просто так. Благодаря тому, что мы платим столько денег, у нас самый лучший пинг, который возможен из Грузии. Сейчас я вам покажу скриншот моего пинга из дома. Я получу больше 2000 рублей за 100 мегабит в секунду. И я получаю на Германию пинг 75-80, на Россию, на Москву 110-100, а на Швецию около сотки. А сейчас, внимание, я озвучу тот пинг, который будет только в этом киберклубе. Никто еще другой такого не сделал. Внимание. На Германию пинг будет около 50, 45-50. На Швецию около 70.
на Россию 50. То есть здесь пинг, который возможен для киберспорта. Мы переплачиваем осознанно такие деньги, чтобы киберспортсмены, которые приезжают в Грузию по туризму, по работе, они могли бы играть отсюда на серьезном профессиональном уровне. Пинг 50 — это рабочий пинг. Если он больше, чем 75, есть такое, да. это уже очень сложно. Вентиляция. Я знал, что она стоит дорого. Я в этом ролике вообще озвучивал то, что она стоила О да, блядь, вентиляция — это наше все. Я просто не хочу вспоминать, сколько стоило это все. Вытяжка и все остальное. Это, блядь, это просто забейте. Это просто забейте, сколько это все стоит. Насчет вытяжки. Мы уже придумали всю схему. Чего? Озвучивал то, что она стоила $50 тысяч. Насчет вытяжки. Мы 50 тысяч долларов на 800 квадратов вообще легко. уже придумали Легко. всю схему. Вот так примерно она выглядит в схеме. Это все очень сложно и, самое главное, дорого. И она стоит, наверное, как какие-то старые киберклубы 2005 года. $50 тысяч. Но нет. Я был слишком наивен. Чтобы курить кальяны, чтобы никто бы там не вонял, не потел, чтобы был бы свежий воздух, нужно проводить очень серьезную вентиляцию. 7-кратную, которая используется в лучших кальянах. В каждой комнате PlayStation установлена вытяжка. Вы можете курить что угодно, и не только кальян. Также тут стоят кондиционеры. В общем, наша задача, чтобы проблем с воздухом у вас вообще бы не было. И внимание, общая сумма трат на вентиляцию — это $85 тысяч. Это огромные деньги, потому что за такие деньги тут открывают другие киберклубы. Блять, я, конечно, не знаю сейчас ценники, но что-то... Но это была очень серьезная инвестиция, осознанная, потому что воздух — это очень важно. Я думаю, что все это дело окупится тем, что вы просто будете дышать нормальным воздухом. Мы сделали большое количество работы, и сейчас я вам покажу, что изменилось. Давайте проходите. Во-первых, у нас была сделана шпаклевка, у нас были доделаны все стены, и теперь все ожидает покраски. И у нас есть определенный вопрос, каким цветом должен выглядеть весь клуб. Был вариант белый, но это непрактично. Непрактично вообще. Был вариант серый, потому что это неплохо, это можно отыгрывать на неонке, на освещении. Но появляется потом следующий вопрос. Оттенков серого 50. И как выбрать какой-то определенный, это очень сложно. Давайте смотреть. Вот тут мы тестили все эти цвета и подбирали то, что нам понравится. И в итоге плюс-минус мы определились на том, что будет вот это. Вот в этом цвете на данный момент мы решили Неплохой сделать цвет. весь клуб. Прямо сейчас я уже стою на той Неплохой. плитке, которую мы поставили. Я думаю, мы сделали уже квадратов. Если что, ребят, говорю все как есть, типа не потому, что там он коллега мне по цеху или еще кто-то, а просто свое мнение, свое видение. Поэтому прошу на меня не обижаться. Она выглядит неплохо, ходить можно, скользить мы не будем, люди падать не будут. В Грузии каждый третий — это курильщик. И он курит обычно не электронки, а самые настоящие сигареты. Мы сделали плитку, опять же, на балконе. На каждом балконе будет плитка. Человек, который поиграл в КС, он не идет на улицу на первый этаж. Он просто выходит на балкон и курит сколько ему угодно. Девайсы. Я стал амбассадором компании Dark Project. Эти ребята делают очень классные клавиатуры, которые разорвали рынок. знаю. Сейчас у них просто нет ничего на складе, все разбирают. Механическая клавиатура с очень приятным нажатием. Вообще у Dark Project самое лучшее — это клавиатура, это правда. Они делают прекраснейшие коврики, которые стали моими первыми. Как вы помните, я часто делал интеграции моего коврика Cybershock X Dark Project. Их уже купили около 700 штук. И мы получаем очень хорошие отзывы, потому что там ткань жаккард, которая считается премиум сегментом. Хороший принт, минималистичный и приятный размер. По мышкам мы используем тот девайс, который даже еще не вышел. То есть у нас сейчас в клубе 40 мышек и наушников, которые просто нельзя купить физически нигде в мире. Беспроводная мышь. Мы показываем этим моментом то, что мы вам доверяем. Поэтому даем вам беспроводные девайсы. Блять! Ладно, я ничего не буду говорить, но это пиздец. Эрик, прекращай нахуй. Блять. Ой, бля. Это просто удобство. Это уровень удобства, а не то, что ты кому-то доверяешь. Ну что за пиздец, блядь? Что за бред, блядь? Человек, когда встает с рабочего места, как у нас, допустим, было, самая рабочая схема, 100%, ни одной мышки не было спизжено в клубе за все время. Человек встает, админ просто может посмотреть или проверить, либо охрана админа, я не знаю там как организовано, на 800 квадратов
понятно то, что это нужен дополнительный персонал или еще что-то, или как-то камеры какие-то, или еще что-то, но всегда рабочее место проверяется, по-другому вообще никак. Если ты беспроводными девайсами пользуешься, априори, блядь, то есть, ну, по-другому никак. Либо какие-то пищалки ставить, ну, как, короче, ну, типа, мы вам доверяем, блядь, да у тебя половина клуба не будет за первый месяц, сразу его растащат просто, ну, камон. Еще один момент, это беспроводные наушники, это тоже Dark Project. Эти наушники до сих пор не вышли, это HS4. И вот как раз момент с этим. Я очень сильно топлю за то, чтобы был бы в клубе один бренд девайсов. Не должно быть мышки HyperX, наушников Logitech, а коврик какой-то, не знаю, Dex. Такого не должно быть. Все должно быть в одном стиле, фэншуй. И у нас это получилось. Кресло тоже Dark Project. Мы все девайсы посвятили Dark Project, потому что мы им Неплохо выглядит, кстати, кресло. Мне нравится. доверяем. Серьезно. Когда вы придете по... Мышку, наушники надо тестить. Наушники, мне дизайн очень не нравится у них. Мышка может быть просто охеревшая. Клава, блядь, она и в Африке. Клава абсолютно никогда не заморачивался. Ковры, по-моему, очень хорошие. Надо тоже потестить. Кресло неплохое. Играете на этих девайсах, вы поймете, о чем я говорю. Что самое главное, это у нас монитор. Хотя, я повторюсь, наушники тоже нужно одевать, смотреть, если они гиперудобные. То есть у них может быть эргономика очень хорошая. Я, конечно, не подстрекатель. Где? На тест. Zowie Bank 2540, 240 Гц. Все это дело используется на мажорах. Все это дело используется на турнирах. Это самый киберспортивный монитор из всех возможных. Столы, как вы можете подумать, здесь особо заморачиваться не нужно. Покупаешь просто какой-то DSP стол, ставишь его на какие-то ножки и кайфуешь. А вот и нет. Мы ебнулись и сделали гранитные столы. Каждый из этих столов весит около 200-250 килограмм, а их у нас 40. Сейчас я вам покажу фотку, как его поднимали. 9 человек не могли А зачем? Пойму, вообще нихуя не понимаю. справиться с одной плитой. Для чего мы это сделали? Гранитный стол — это все-таки какой-то премиум сегмент, это красиво, дорого, это то... Это нецелесообразно, просто по вложениям. Я сугубо из математики считаю. Нахуя? Красиво, дорого. Блять, в первую очередь оно должно быть практично. Ну, опять же, как по кайфу. То есть, кайф, может быть, партнеры. Может быть, у ребят была какая-то возможность здесь что-то подешевле взять, типа хули нет. Поэтому не могу осуждать. О чем можно говорить, то что у них, ребята, у них там гранитные столы, о чем вы? Если что, мы заготовили на каждый стол 120 сантиметров в длину. Чтобы вы понимали, в других клубах люди делают 80, 85. Это очень хорошо, если 90. А у вас будет 120 сантиметров просто свободы. Никто не будет вас дергать, а чтобы вам дать пятюню, вы будете двигаться. Поэтому спорт — это сила. Мы уверены в том, что это не бизнес-идея. Делать гранитные столы, которые стоят... Утопия, нахуй. Так же, как и плитка. И я повторюсь, здесь нужно четко понимать. То есть, если ребята делают просто в кайф, то как бы вопросов нет. Если они это делают как бизнес-идею, то гранитная плитка на пол, гранитная это столешница, это пиздец, это утопия. Это, ну, бизнес, он просто никогда не окупится. Вообще, по жизни, блядь. Он там через лет, через 30, может быть, через 20 он окупится. Может быть. Ну, я не знаю, правда, и у меня очень много вопросов. Но я повторюсь, если, скорее всего, ребята делали просто как от души, по кайфу, есть бабки, хули нет. Полностью поддерживаю, одобряю, молодцы. Без Каждый шуток. больше, чем обычный DSP-стол в 8 раз, это полная туфта. Но это просто рофлы, мы на приколе, поэтому почему бы и нет. Я думаю, вы это оцените. Хочу вам напомнить, то, что вот тут у нас вход, вы поднимаетесь на 2-й этаж, и тут вас встречает бар. Алкоголь, напитки, кофе, вы можете все заказывать здесь. Уже проведена коммуникация, тут будет у нас, получается, раковина для бармена. А здесь, в этой стороне, у нас будет админка. Как вы заходите, идете налево, вас встречает админ, вы заказываете часы и уже дальше проходите в клуб. Но все через этого человека. Комнаты для ПК. Это очень большая проблема всех киберклубов. Вы заходите в какой-то клуб и видите то, что с каждого корпуса летит просто наверх провод, как, не знаю, какой-то моб, Half-Life Alyx. Очень плохо сделана вся коммуникация. Везде какие-то провода, которые вообще не нужны. Зачем вообще показывать корпуса? Ну просто зачем? В общем, мы решили от этой темы отойти и считаем, что это такой старый тренд. Смотрите, что мы сделали. Вы спросите, Крутяк. а в чем прикол такой комнаты? Давайте я вам озвучу как минимум 3 самых главных преимущества. Первое, это опять же провода, которых не будет видно просто совсем. Второй момент, это температура. Вы можете легче контролировать ту температуру, которую вы хотите видеть в комнате. Они очень горячие. Поэтому тут устроена вытяжка, которая забирает весь этот горячий воздух. Третий момент, это когда в киберклубах компы находятся внизу, их можно пролить, ударить, либо что-то еще не так.
А если они наверху, то это, во-первых, провода, а во-вторых, они могут упасть. Ну и в-третьих, это очень редко, это, конечно же, кражи. Все, что вы видите на столе, это монитор, девайсы и USB-хаб, куда вы высовываете все свои девайсы, которые нужны. Если не нужны, просто садитесь и играете. Такого мы нигде еще не видели, это одна из наших оригинальных идей. Вот вы знаете, вот я скажу как по мне. Хорошая сплит-система, как, допустим, у нас была в клубе. У нас всегда была идеальная температура в клубе. Всегда. На турнирах, еще на чем-то, еще на чем-то. Блять, это было идеально. Вообще просто всегда. Проводов у нас тоже ничего не было, все было ровно четко. Но вот с одной стороны, знаете, что мне здесь не хватает? А это как офис получается. Может, почему-то причем это визуально сугубо. Хотя я могу ошибаться. Это надо вживую увидеть. Хотя, может быть, если добавить хорошую подсветочку, красиво, грамотно все сделать, наверное, я все-таки ошибаюсь. Здесь 50 на 50 не могу сказать. То есть компы, допустим, когда они поверху просто идут и убраны, провода в стены убраны просто, то есть за решеткой такой, как лофт сделан. Вот мне нравится этот стиль. Но опять же, я говорю, это все на любителя. Все вкусовщина. То есть как вот кому в кайф. Но, не знаю, я хочу финал посмотреть. Финальный в этом клубе. Поэтому посмотрим, как это получится. Сегодня 2 мая. И уже завтра... Но хочу отметить, очень заморочились. Это уже достойно уважения, молодцы. Это очень круто, то, что люди заморочились и сделали. У нас будет первое техническое открытие спустя столько времени. Завтра тут уже будут бегать админы. Люди будут спрашивать какие-то вопросы, люди будут играть, кричать. Все это будет уже совсем уже скоро. Оживет, да. Давайте я вам покажу, что мы имеем сегодня. Здесь мы уже поставили админку, здесь у нас будет админ, который вас встречает. Здесь у нас барная стойка. Здесь будет решеточка, логотип Cybershock, который будет светиться. Здесь у нас все оборудовано, чтобы просто запустить кухню. Осталось купить оборудование. Мы это будем делать в течение, наверное, месяца-полтора, потому что кухня — это открытие отдельного ресторана. Это очень сложно, поэтому этот вопрос мы не будем сильно ускорять, чтобы просто потом не обосраться. Завтра мы покупаем сюда столы, всякие стулья, чтобы люди могли бы сидеть, кушать или курить кальяны. Здесь у нас уже стоят компьютеры. Очень круто сделано вот это. Стулья, чтобы люди могли... Вот это очень круто сделано. Вот это, сразу плюс и еще один лайк. Это очень круто. Это просто must have вот это. Могли бы сидеть, кушать или курить кальяны. Здесь у нас уже стоят компьютеры. Здесь у нас опять же 5 компьютеров для общего зала. Здесь ситуация повторяется. У нас опять же здесь 5 компьютеров в общий зал. И сзади нас находится также 5 компьютеров. Подожди, я не пойму. Спойлеры. Некоторые люди до сих пор, вот сейчас, какое сегодня число? 2 мая. Люди не подозревали то, что я открываю киберклуб. Хотя я так бездарно, палевно показывал то, что да, я его открываю, ребят, посмотрите. Начну с того, что я начал палить то, что у меня будет киберклуб уже где-то осенью. У меня на фесте поменялся никнейм на Канделаки 33. Это название улицы. Второй момент. У меня в ролике Варпач играл на фоне моей визуализации киберклуба. Но опять же, этого никто не заметил. Единицы. Третий момент. У меня в Телеграме была надпись, то, что я в ожидании открытия первого киберклуба. Следующее. Я делал рекламные промокоды для CSFL, G-Drop и так далее в виде полноценного предложения. Вот, к примеру, как это было. То есть, если это все можно было бы объединить, люди бы поняли, о чем идет речь. В последнем обзоре киберклуба в Турции я озвучил такую вот фразу. Ждите новый обзор клуба, и он будет в Грузии. До следующего ролика. Пока. Ну и, понятное дело, я имел в виду мой грузинский, наконец-то. А еще в этом ролике у меня было первое упоминание Cybershock Premium клуба. Поэтому заходите в киберклуб и играйте с друзьями. А лучше это делать, конечно же, в киберклубах Cybershock Premium. И опять же, просто единицы начали о чем-то подозревать. Ну и когда я понял то, что все, надо уже что-то делать, я просто написал Знаете, мне очень приятно. описание свое. Мне очень приятно то, что человек, Шок, он очень давно и долго стремился к этому. Если честно, я думал, что он гораздо раньше это откроет. Ну, может быть, какие-то финансовые проблемы, может, еще что-то. Открыл один проект, он открыл второй проект. Парень гораздо младше меня, и... Повторюсь, это очень круто. Это очень круто, это очень здорово. Это, правда, очень прям круто. Потому что, знаете, я вижу, вот насколько человек горит. То есть, когда ты что-то свое делаешь, причем ты понимаешь, что ты туда впиздячишь денег, немеренное абсолютно количество, ты, как бы так сказать, ты горишь этим, ты не спишь. То есть, допустим, я 2, по-моему, ночи я не спал. Я не мог вообще уснуть, потому что я переживал, все ли у нас получится. Как всегда, там, то со съемками дерьмо какое-то, то еще с чем-то, то презентации, то где-то что-то не работает. Короче, вот это вот все в последнюю секунду. Это все вообще прям очень жестко, очень сложно. Короче, как-то так. Но эмоции вообще просто топ. Своего канала, то, что я в 2023 году открыл свой первый киберклуб.
В общем, я пошел во все тяжкие, и это получилось. Сегодня 2 мая, я сделал первый релиз, вышел вот этот ролик, и многие СМИ запостили. Stream Insight, CSGO News, Cyberslova, Retake. Огромное, ребята, спасибо за информационную поддержку. Бля, И я всем бы знал остальным, бы, я бы которые это обязательно делают. Потому что запилил. очень хотелось бы, чтобы такие проекты, такие дорогие и душевные. Что я месяц назад делал? Я прям подвыпал, я бы с радостью его поддержал. Это очень круто, это очень круто. То, что вот такое сделали в Грузии, это очень, Проекты очень здорово. могли бы быть медийные. Я публиковал вот этот ролик, и спустя 10 минут нам звонит на рабочий номер человек и говорит: я хочу прийти в клуб, можно ли поиграть? А мы не готовы, поэтому мы сделали исключение. И ребята впустили. Ребята, вы самые первые люди, которые были в киберклубе Cybershock Premium. Это вы самые первые. Первооткрыватели. Хотел бы спросить, как вам вообще, вы сыграли одну картку в доте, как у вас? Компы очень крутые, короче, ничего не лагает. Но на самом деле очень хороший уровень. Прям типа Москва, Питер, я даже думаю, даже с ним нужно конкурировать, потому что и для Грузии всё это очень первое здорово. заведение, которое вот на таком уровне все очень Да. четко работает, идеально, приятно, атмосферно и все очень шикарно. Девайсы. Девайсы очень топовые. Идеальные. На самом деле мы до этого сколько играли, просто здесь тут вообще типа разница огромная. Девайсы топовые очень. Ничего, короче, все очень удобно, приятно, короче, ничего не лагает, вообще кайф. Мы будем постоянно клиенты, короче. вот. Кайф. Все, договорились. Молодцы, парни. Хорошо и по делу. Так, у нас есть первый фидбэк. Это, клянусь, первые люди, которые были в киберклубе. Бля, у меня так же, короче, было. Народ, когда зашел, я увидел эту очередь. Блять, там до 1-го этажа там столько народу было. Там в KFC еще люди сидели. В следующий раз до конца стрима, парни, не обижайтесь, но до конца стрима будет чат закрыт. Был, короче, до 1-го этажа. Они на ступеньках там сидели, ребята. И что-то то ли я тогда спал, то ли я приехал. И я думаю, блядь, там, наверное, вообще никого не будет, короче. Типа, будет там вообще 2-3 человека. Я думаю, блядь, думаю, ничего не получится, короче, вообще полная шляпа. И нахер вообще мы все это делали, знаешь, то есть такая, как это называется, обратная реакция, понял, да? То есть, когда ты такой, как бы уверен в чем-то, блядь, потом такой говоришь, блядь, ничего не получится, все в говне. Все в говне, зачем? Зачем, блядь? И, короче, раз такой, уже, знаешь, под конец думаешь, ладно, все нормально. Ты просто берешь, заходишь в этот, заходишь, короче, и видишь всю вот эту картину, там, допустим, человек, наверное, человек 150 точно было, потому что весь KFC забит был, все лестницы, весь холл, и люди это ждут. Причем мы так по-ублюдски, на самом деле, все это анонсировали. Все, как всегда, через жопу, короче, понял? Вот, так что как-то так, не знаю. Почему-то у меня вот даже, я сейчас говорю, у меня прям просто такие, знаешь, эмоции просто потрясающие. Это не постанова. Мы проходим дальше по нашему огромнейшему помещению, которое 750 квадратов. И здесь у нас логотип Cybershock, который будет светиться. О, кстати, смотрите, а это зеркало. Мы его поставим сюда. Люди могут здесь фоткаться, потому что напротив логотип. Вы спросите, Эрик, вы что, фрики? Он же неровно висит. Ну, все очень просто. Здесь вокруг будут росписи про игроков, ютуберов и известных людей, которые были в этом Прикольная киберклубе. идея. Они будут просто здесь Прикольная. расписываться. Здесь у нас буткемп, который уже полностью оборудован. Осталось только убрать эти идея. кабеля. Вот примерно так выглядят киберклубы. Вот просто провода снизу вверх. Узковатая комната, как по мне. Вот под Буткич узковатая комната, и, мне кажется, будет немножко тяжеловато в ней находиться. Хотя, может быть, и нет. Чуть-чуть бы прям пошире. Хотя, опять же, может быть, на камеру так смотрится. Вот, это вам Надо демонстрация посмотреть. того, как это все выглядит. VIP-комнаты и почему их так много. Их много, потому что их 13. Мы это сделали, опять же, осознанно, потому что мы знаем, кто ходит в киберклубы. Это либо один человек, либо 2, либо 3. Когда их больше, чем 3, это очень редко. А в премиум-сегменте мы против использования большого количества общего зала. Здесь наша випка. И я выбрал именно вот это место. Я здесь сижу уже 3-й день Очень подряд, уютно, играю в КС. прикольно. И просто кайфую. Вы представляете, вы приходите с другом и кайфуете просто в одной определенной комнате. Вам никто не мешает. Вы хотите покурить, вы просто поднимаете шторы, которые защищают вас от солнца, и выходите на балкон. Здорово. И вы хотите Нравится. сказать, что это не кайф?
Опять же, я очень хочу похвастаться тем, что мы сделали реально плитку везде, даже на балконе. Мне очень нравится то, что здесь, смотрите, прям есть автобусная остановка. Это означает то, что если вы без машины и катаетесь на автобусе, вы можете просто выйти из автобуса, пройти реально секунд 30, и вы уже будете вот здесь. Мы находимся на станции метро «Медицинский университет». Метро находится внизу, вам нужно... Очень важно, кстати, доступность. То есть тоже, как у нас было, рядом была куча автобусных остановок, тоже мы место очень долго выбирали. И вот выбрали, когда вот это место, люди с электрички, очень многие приезжали, очень много на электричках людей приезжало, потому что самое удобное средство просто передвижения было. И здесь ребята вот тоже продумали, тоже красиво очень. Это очень важно. Буквально минут 6-7 пешком И у всех пройтись тачки наверх. есть. И все, вы в этом клубе. Поэтому на машине, на автобусе, на метро вы доберетесь до сюда очень быстро. Поставили, кстати, лампочки на каждый балкон, чтобы вы могли бы сесть, покурить кальян, может быть, сигареты просто, и кайфануть. Потому что мы работаем 24/7, чтобы здесь не было бы темно. Кстати, насчет 24/7. Здесь вообще ничего не работает 24/7. За столько времени, пока здесь нахожусь, я знаю 3-4 ресторана хороших, которые работают 24/7. Вот у нас будет кухня точно работать ночью. Когда человек приходит с другом, он хочет быть уединенным в интимной обстановке. И для этого мы сделали очень большое количество комнат. И я думаю, что они будут в максимальном спросе. А вообще общий зал сам по себе совсем скоро уже умрет. Как и показ всех компьютеров, которые у вас висят на стене. Я считаю, что мы сейчас в третьем поколении киберклубов. Первое поколение это были 2005-2006 годы, когда компьютеры жопой. Второе поколение это когда началось все это движение в 2017 году, 2016. И сейчас это новое поколение, когда люди должны объединять киберклубы с кальянами и с ресторанами. Пускай танки, Максим. Сдавай взвод. Мы идем к тому, что совсем скоро уже люди будут собираться не просто пойти в ресторан покушать, а поиграть одновременно, посмотреть что-то. В каждой из випок мы реализовали диван. 3 рабочих места, 2 и отсутствие просто проводов. Как же это прекрасно, посмотрите просто на это. Потому что мы сейчас сидим в ТикТоке, на Ютубе очень большое количество времени. Всегда, когда Что эти, появляется блядь, свободное время, тиктокеры? это уже попадает в привычку кушать и что-то смотреть. Поэтому, я думаю, лет 100%. через 15-20 киберклубы станут просто очень распространенной темкой, как сейчас рестораны. Но опять же, речь идет про премиум-сегмент. Здесь у нас випка. Мы решили сделать вот так. У нас 6 человек может поместиться, 4 на диване и 2 на креслах. Большой телевизор, 65 диагональ и PlayStation, понятное дело, 5. Это у нас следующая випка. Она, кстати, мне очень нравится, потому что она такая маленькая, уединенная, уютная, и вам никто не помешает. Это чисто для пары. Хотя нет, это не для пары, здесь может поместиться 3 человека. Для пары у нас другие места. Вот эту комнату называют одной из самых лучших, потому что здесь открывается вид. Ну и очень хорошее расстояние от телевизора до дивана. Но если человек Очень любит крутая смотреть вот эта издалека, то мы для него тоже подготовили комнату. Вот это вообще must have. Смотрите. Это больше, чем сколько это метров? Раз, 2,5 метра от телевизора. Такие люди есть. Некоторые не хотят смотреть очень близко. 100%, я в том преимущество числе. этой комнаты в том, что у вас есть персональный балкон. Здесь помещается 3 человека. Но сейчас для 2 людей. Это самая маленькая комната PlayStation и, возможно, самая приятная. Здесь помещается ровно 2 человека. Я полностью с ним соглашусь здесь, потому что каждый, кто-то любит поближе к экрану, кто-то подальше. Это очень круто, то, что это предусмотрели. И ни больше, ни меньше. И посмотрите на это расстояние. Ну и осталась последняя випка. Это у нас, опять же, на большую компанию 6 человек. У нас будет разделение большие випки и маленькие випки. Туалеты. Это очень важная штука. Полностью за, потому что в толканах всегда должно быть чисто, уютно и спокойно. Вот я говорю вам, как взрослый человек, по толчку, вообще вот заходишь в туалет, и реально можно понять само заведение. Кто постарше, тот меня поймет. То есть без шуток, по чистоте, по комфорту и всему остальному, ты понимаешь, как относятся люди к этому. Что хотите мне говорите, ну вот это вот мое мнение. Потому что когда зассанные стены и углы, и все везде задрочено, ты никогда в жизни не объяснишь, какой у тебя хороший клуб или какое хорошее заведение. Это 100%. То есть это факт. Если он сделан очень неприятно, дешево, Лицо заведения, и да. Может, самое главное, как если он угодно не делать. убран, это просто ломает все, что есть. Абсолютно Ты можешь верно. сделать все из золота, но если туалет у тебя Все верно. обоссан, то, чувак, ни о каком премиуме не может идти речь. Это, если что, туалет в киберклубе, заметьте. У нас здесь, опять же, гранитная раковина на 3 человека. Это сенсор, там тоже сенсор, и тут тоже сенсор. Мужской туалет, зеркало с подсветкой и 3 писсуара, которые сзади оператор. И вы думаете, то, что Крутяк. это все? Нет. У нас еще есть туалеты. Это еще один мужской туалет и один женский. Чисто личину отложить.
Красота! Сейчас мы поговорим об электричестве. Не понял, нахуя делить на мужской и женский. Ладно, ну типа это такое, не знаю, ладно. И здесь, в Грузии, очень странная система. Я буду сравнивать с Россией, опять же. Потому что мой партнер владелец питерского клуба Топ-Тап. В России ты платишь за услугу. К примеру, ты говоришь компании, я хочу 150 киловатт себе в помещение. И тебе это просто делают за свой счет. И ты просто платишь каждый раз за услугу. Но у нас было тут совсем не так. Во-первых, это просто пустое помещение, которое не было сдано. Этот корпус даже еще не сдан. И здесь ничего не было проведено. И чтобы провести нам эти 150 киловатт, нам понадобилось $10 000. Потому что мы оплатили просто вот этот кабель огромный. И не просто кабель, а еще оплачивать каждый месяц этот тариф. То есть здесь мы берем на себя ответственность этого кабеля. Для нас это было сюрпризом, и наша смета немножечко прыгнула наверх. Такие моменты бывают. Так, мы выходим, и сейчас вы видите нашу вывеску. Это, наверное, для меня самый любимый момент, потому что вывеска — это то, из-за чего нас узнают. И вот он, Cybershock Premium Gaming Club. Здорово Справа смотрится. написано на грузинском Cybershock. Вот. В грузинском языке всегда добавляется «ив» на конце, поэтому у нас название на грузинском Cybershock. Сейчас посмотрим, сколько компьютеров мы собрали за 2 дня. Собирает один человек, потому что мы вообще не спешим. Привет. Привет, привет. Так, мы с камерой. Это я, и опять с камерой. Так, О, это у нас компьютеры. мотоциклист. Это все собрано, да, F. все? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, работяги. 8, 9, 10. Короче, около 20, да, собрал? 20 с чем-то. 20 половина, это круто. Просто посмотрите вот на это, и чуть позже я вам покажу все характеристики. Ну вот просто посмотрите вот на эти цифры. Вы понимаете, какой мы тут уровень делаем? Серьезный уровень, да? Железо. Это самое интересное. Ребят, мы хотели открыть клуб на 3070 и на 3080 Ti. Думали, ну окей, пойдет же, классно. 3-4 года мы точно продержимся. Но потом мы что-то опять после гранитных столов и решили, а что если открыть клуб сразу на 5-6 лет вперед и купить 4070 Ti, i7 13700K, 64 гигабайта оперативки, беспроводные девайсы, гранитные столы, кресла, которые стоят каждый по 40 000 рублей. Мы это все сделали осознанно, потому что мы хотим поднимать планку. Но сейчас самый важный вопрос, который сам по себе напрашивается. Сколько же стоил в итоге этот проект? Я озвучил вам очень топовые характеристики, я вам показал, как это все работает, выглядит, и, понятное дело, это огромнейшие деньги. Этот клуб, этот проект нам обошелся в $500 000. Понимаю, то, что сумма слишком большая, но мы рискуем, мы идем на этот риск оправданно, осознанно. Это то, что я ждал 4 года подряд, поэтому можно, еще раз можно вложиться в это. Насчет планов. Если этот клуб заходит, и мы все кайфуем, то мы открываем сразу же 2 еще клуба в Тбилиси. Они будут в спальных районах. И они будут называться не Cybershock Premium, а Cybershock Live. Мы не хотим делать больше одного клуба премиум в столицах стран. Должен быть один премиум клуб и вокруг маленькие лайты. Где не будет кухни, где не будет такого оборудования, где не будут мониторы такого серьезного уровня и где не будет премиум обслуживания, как будет здесь. Вы спросите, Эрик, ты называешь этот клуб Cybershock Premium, говоришь, что там будет премиум обслуживание. Объясни, что это такое. Рассказываю. После того, как вы будете вставать с компьютера, админ будет приходить и протирать все девайсы спиртом, чтобы следующий... Ебать, это же, блядь, при помощи Эрика я узнал, что у нас, оказывается, ебать, премиум клуб был, кстати. Ну, блядь, у нас просто так же было еще в 2018 году, я не знал. Блядь, это ты представляешь, ну нас просто еще заставляли, потому что пандемия там началась. Ну, у нас вообще с самого начала эта карусель была, что встает, там админ все протирает, все хорошо. Ну, ладно, я буду знать. И Коля даже не подозревал, что до него, до 5 минут назад был кто-то здесь за компьютером. Будут убираться кальяны, вся еда, которая была на столе и так далее. То есть это объединение ресторана и киберклуба. Я честно озвучу те референсы, на которые мы смотрели и понимали то, что ребята делают правильные вещи, и мы отдаем огромнейший респект им. Это Invasion Universe, где объединение кухни Крутой, и да. киберклуба, и Place. Они оба находятся в Москве. Это 2 самых лучших киберклуба, где я был в жизни. И я надеюсь, что это будет 3-м. Планы у нас большие и даже грандиозные, но все зависит от одного пункта. Это то, насколько хорошо зайдет первый киберклуб Cybershock Premium на улице Канделаки. Если ты будешь в Грузии, то я жду тебя очень сильно, потому что мы работаем 24/7, и я здесь постоянно. Это новая страничка в нашей истории, которая будет освещаться на этом канале не один раз. С тобой был я, Эрик Шоков. Играй на серверах Cybershock, играй в киберклубах Cybershock и читай новости о CSGO в СМИ, которая называется Retake.
Всем пока, ребят. Мы продолжаем. Ну, как бизнес-идея, полное говно, блядь. Серьезно. Если как для души, лучше не видел. Очень круто, очень здорово и очень сильно заморочились. То есть меня, блядь, разрывает на две части. Абсолютно. Клуб очень долго будет окупаться. Я не знаю, какие там ценники, он об этом не сказал, но, блядь, ну это утопия. 40 миллионов, это я не представляю, какие ценники должны быть. Я не представляю, какая посещаемость, какие ценники должны быть. Это 800 квадратов в аренду. У меня мозг сейчас, блядь, сломается. Если они это выкупали, помещение, ну это вообще добрый вечер. Поэтому, как бы, хз. Посмотрим, поживем, увидим. Клуб хороший, мне понравился. Не понял прикол. Честно, с плиткой я не понял на полу. Вообще не понял. Если еще, ну, вот эти столешницы круто, здорово, с плиткой на полу, и сорян, я что-то вообще потерялся, хер его знает. И очень бы хотелось видеть конечный результат, то есть какой он в рабочем состоянии. Не когда там кто-то что-то крутит, делает, а именно вот когда люди сидят, играют, то есть атмосфера, вот это вот вся вот тут карусель. Так что как-то так. Поэтому как-то так. Слушайте, если буду в Грузии, с радостью посещу клуб. Очень круто, очень здорово, молодец. Большой молодец, и ты, и партнеры, и команда. То, что решили это сделать, ты, наверное, просто запамятовал там про Hardplay зону. Да, ну, бывает такое, молодо, да, зелено. Да, там лучшие клубы. Да. Кстати, там говорят, что если 50 тысяч лайков наберем на этом видео, там какие-то инсайды подъедут, там что-то, там какая-то карусель. Ну, это так, знаете, просто, да, напомните мне просто, когда здесь на этом видео на ютубе будет 50 тысяч лайков. Ну, просто так, к слову. Да, все, давайте, удачи, Эрик, удачи всем, пацаны. И лайки обязательно. Давай.